Павел Дуров продолжает бомбардировку своих конкурентов, что совершенно естественно. И давайте ознакомимся, он выкатил новый пост. Заявление WhatsApp о сквозном шифровании по умолчанию – это огромное мошенничество с потребителями. 95% личных сообщений в WhatsApp в конечном итоге попадают в нешифрованные резервные копии на серверах Apple и Google, не в зашифрованном виде. Шифрование резервных копий является опциональным, и мало кто его включает, не говоря уже о том, чтобы использовать надежные пароли. Дальше, если вы зашифруете свои резервные копии WhatsApp надежным паролем, ваши сообщения все равно окажутся в незашифрованных облачных резервных копиях, потому что 90% и даже более людей, которым вы пишете, не сделали то же самое. Добавьте к этому тот факт, что WhatsApp хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится ужасающей. Apple и Google ежегодно тысячи раз раскрывают резервные копии сообщений WhatsApp третьим лицам. Между тем, Telegram не раскрыл ни одного байта сообщений пользователей за всю свою 12-летнюю историю. Вот такое сообщение публикует в очередной раз Павел Дуров. И я, наверное, где-то на волне внимания к нему, и из-за того, что мне много пишут комментариев, на парочку вопросов отвечу из тех, которые мне задают. Начну, наверное, с самого актуального, то, что вообще-то не Павел Дуров изобрел сам код шифрования, а его брат, который сейчас находится в России. Вообще он ученый, математик, преподает, где раньше там и преподавал, то есть делает свою жизнь, свою карьеру в России, где есть те самые ФСБшники, которые со стороны России требуют от Павла Дурова некоторых допусков, которым он все время отказывает, и на этом делает себе некоторую медийную узнаваемость и даже определенный ореол этакого одинокого воина. Но людей интересует, как же так? Наверное, вот эта моя лекция будет для тех, кто совсем далек от вопросов этих шифрований, как работает Telegram. То есть таких же людей примерно как и я. Поэтому я сегодня помучил искусственный интеллект вопросами, как все это работает. Мои знания все равно очень сильно поверхностные, но, возможно, кому-то из вас они помогут, так же, как мне, чуть больше начать в этом понимать. Так вот, я заставил искусственный интеллект со мной поговорить на тему, что если на его брата надавит, придет ФСБ, там, не знаю, погрозят большим кулаком у носа и скажет: все, нам взломай и достань информацию, которую вот Паша Дуров не дает. Сможет он это сделать или нет? И мне, собственно говоря, я получаю ответ, что нет, невозможно это. Я говорю, почему? Он же сам все это изобрел. И дальше затягивается наш разговор о том, что он изобрел сами эти шифрования. Но сама тематика, вот то, о чем говорит Павел, это то, что есть некоторые сервера, где лежит эта информация в расшифрованном виде, естественно. Так вот, у тех площадок, с которыми он конкурирует, и которых он вот так нещадно уничтожает своим мечом-кладенцом, у них это информация, до которой можно добраться. Больше того, он утверждает, что она уходит к третьим лицам, и они не очень этому сопротивляются. А мол, Telegram этому сопротивляется, и за десяток лет, даже больше, не было ни единого факта. По поводу того, что не было ни единого факта, похоже, что это чистая правда. Но дело не столько в Дуровых. Вот здесь начинается интересный момент, кто такой сам Паша Дуров и кто такой его брат. Его брат изобрел это шифрование, действительно классная штука. Дальше он занимается своими делами, давно от всего этого отошел, но физически он не смог бы сломать то, что им было создано. Почему? Потому что не в этом дело, что информация хранится, и чтобы до нее добраться, она хранится на тех самых серверах. И вот тут я начинаю мучить искусственный интеллект, ну и что, он же может быть хакером и взломать эти сервера. И вот тут я получаю информацию о том, как эти сервера вообще выглядят, о том, что их охраняют, условно говоря, люди, которые, скажем так, международного уровня, IT-специалисты, причем их огромное количество, их буквально армия. Это те, кто охраняют их виртуально, плюс к этому есть там физическая охрана, и чтобы был хоть малейший шанс, вот как пример я уже привожу, в данном случае брата, как отправная точка, это может быть кто угодно. Брат, например, Павла Дурова, мы считаем, например, что он просто какой-то невероятный гений,
то чтобы он смог что-то там взломать, он должен физически попасть на эти сервера, которые раскиданы в разные страны, они в разных странах находятся, не на территории России. Если бы они были на территории России, этого разговора нашего сегодня вообще бы никакого не было. То есть туда надо войти физически. Чтобы туда физически войти, там стоят лучшие бойцы с какой-то невероятной подготовкой, чтобы физически их защитить. Плюс к этому они охраняются, там многоуровневая охрана, которая не даст войти туда и виртуально никакому хакеру, сколько бы он ни был умным. И вообще такого уровня, это планетарного масштаба там умы этим занимаются. И чтобы это атаковать, такое может быть только в понимании, если какая-то целая страна всем своим ресурсом попробует взломать какую-то из этих защит. Но это опять же практически невозможно. И вообще как это должно выглядеть. Максимум, что там бывало, это DOS-атаки, ну какие-то такие атаки, которые скорее мешают работать, нежели что-то могут почерпнуть. Какой из этого сделать вывод, чтобы было понятно? Паша Дуров — это скорее такой бренд. Он не просто так следит за собой, у него хорошая прическа, и он прекрасно выглядит физически. У меня такое вообще впечатление, что он просто не может прямо говорить: ребята, я спартанец, и я представляю собой Спарту вашей информации. Потому что это было бы уже бахвальство. Но на самом деле он как бы это и олицетворяет. На самом деле он всего лишь визитная карточка огромных корпораций, которые заинтересованы в этом банке информации. Потому что там лежат ваши сообщения, еще там лежат сообщения каких-нибудь людей достаточно высокопоставленных. То есть здесь очень серьезный вопрос имиджевых потерь может быть. Поэтому какие-то спецслужбы, хоть из России, не только из России обращаются, я так понимаю, к Дурову, чтобы получать ту или иную информацию. Иногда это вполне может быть обоснованно, связано с каким-нибудь делом, которое расследуется. Почему это не происходит? Я бы сравнил с тем, когда, извините, да, определенные активы, например, нацистские преступники хранили в определенных банках, и туда невозможно было добраться, потому что для банка было самым страшным потерять, то есть имиджевые потери. То есть если они допустят, то вопрос будет не в том, что вот в данном конкретном деле они сделали что-то доброе и человеколюбивое, и так надо было сделать. Они таким образом потерпят репутационные катастрофические просто потери, потому что в этом банке лежат и у других людей деньги. Они бы, может, тоже сказали: ну ладно, это надо, но потом как они будут доверять этому банку, когда вот в каком-то случае он посчитал, что надо отступить от своих правил. Поэтому вот эти сервера, которые держат информацию, вот ту самую, когда она находится в расшифрованном виде, они неприступны. И они действительно, вот эти самые десятки лет, 12 лет он говорит, то есть ни единого шанса и ни единого факта, чтобы это было что-то взломано. Бывали утечки, бывало, там много чего, опять же, DOS-атаки и так далее. Но так, чтобы кто-то целенаправленно, агрессивно взломал эту информационную базу, такого не было никогда. Вот пока что, видимо, не предвидится. И в данном случае Дуров, скорее всего, носитель визитной карточки, который красиво это преподносит, при том, что надо понимать, что за ним стоит огромная армия заинтересованных людей, не последних в этом мире, которые также заинтересованы, чтобы не было такого прецедента, чтобы что-то взломалось. То есть здесь вообще не Паша решает. Даже если он надавить очень сильно, он, скорее всего, не отдаст, потому что у него за спиной, тогда он начнет бояться тех, кто у него за спиной, тех, кого он представляет, тех, кого он, казалось бы, защищает. На самом деле он между двух огней, и в принципе одна и другая стороны прекрасно понимают, что Паша — это этикетка. Симпатичная, прекрасная этикетка, которая хорошо говорит. Если надо, возможно, где-то по-тихому он с кем-то и сотрудничество ведется, но я думаю, что там вопросы решаются колуарно. И он, кстати, держатель акций, то есть он обеспеченный человек, конечно же, его голос не последний, но он и не единственный. Вот это единственное, на мой взгляд, что имеет смысл понимать во всей этой истории, которая связана с неприступностью Телеграма, его зашифрованных сообщений. И также надо напомнить, что в одном из предыдущих постов он говорил о том, что Telegram отличается от других площадок тем, что у него принудительно, физически с руки надо делать, если вы там общаетесь в какой-то секретный чат, то его нужно активировать. То есть вы все активировали, и здесь, кстати, на это тоже намек, отсылка как бы к тому сообщению, потому что если вы активировали, то вот эта секретная ваша информация, она лежит там, где ее будут охранять так, что, в общем, шансов очень мало, что туда, то есть, на данный момент, на сегодняшний, с теми данными, которыми обладает эта планета, достать их, изъять физически, преступно, незаконно, именно агрессивным
агрессивной какой-то выемкой просто невозможно, потому что очень много заинтересовано тех людей, которые просто банально этого не дадут сделать. Потому что это будет колоссальная внутренняя перестройка инфраструктурная цифрового мира. На сегодняшний день это банк, который неприступный. Вот то, что хотел добавить со своей стороны. Надеюсь, это стало понятнее для тех, кто думает, что решают вот какие-то отдельные лица, Дуровы, и как вот так расшифровать, зашифровать. Нет. Само шифрование это лишь деталь всей работы, а работа уже дальше идет с этими самыми серверами, которые хорошо охраняются, а Паша, он скорее, еще раз, он скорее лицо Телеграма, который со всем этим работает. Если бы он кому-то раздал ключи, он подставил бы очень сильно тех, кто у него за спиной, и себя, и, да, впрочем, скорее всего, ему просто это не дали те, кто, скажем так, в эфир не выходит. Такое сложилось у меня мнение, опять же, я от этого тоже достаточно далек, я не IT-специалист, так что специалисты можете в комментариях добавить, насколько близко я подошел к истине, мне пришлось поковыряться, честно говоря, так, чтобы дополнить его очередное сообщение, отталкиваясь, опять же, от ваших комментариев, где кому-то что-то не совсем понятно, и так далее, возникают какие-то спорные вопросы. То есть, надеюсь, что было понятно. Друзья мои, всем процветания, конечно же, свободы. И Паша, он изображает из себя этакого, по-моему, спартанца, который сражается за свободу. И, честно говоря, вот этот образ, который является главным для него, мне он, например, нравится. Потому что нужны нам такие образы на знамени. Какой-то очередной веры в какие-то определенные ценности. Так что вот, наверное, и чуть-чуть и моего мнения, чуть-чуть попытался разобраться, чуть-чуть добавляйте от себя, и увидимся в следующих новостях. Очередной ответ Дурова на все попытки что-то там конкурировать с ним или что-то у него забрать. И моя попытка это объяснить. Увидимся.